Всех приветствую. Надо бы замерить скорость на моей новой лодке с Ханка М6. Очень интересно посмотреть, изменится ли скорость по сравнению с предыдущей лодкой или нет. Но на Ханкае вылез маленький косяк. А косяк вот такого плана. Что-то тут работает не так явно. Двигатель болтается, причем на длинном рычаге как бы получается уже на пере. Там вообще сантиметра 3 гуляет нога. Надо вот это дело как-то сейчас побороть. Зазор, конечно, гигантский. Отверстие, наверное, миллиметра на 2 больше, чем болт. Болт оказался где-то 7,8 примерно толщиной. А отверстие уже 9,5 там миллиметра. То есть получается зазор гигантский. Решил болт сначала заменить, там на 10 миллиметров поставить, но не нашел подходящего, чтобы у него такое тело было, такой длины. Ну и резьба только вот здесь начиналась. Не нашел. Поэтому решил делать втулку. Вот такую латунную трубку себе нашел. Как раз около 8 миллиметров внутри. Буду из нее делать. Изготовил трубку. Сначала хотел только в уши вставить втулки, как бы небольшие, но потом решил сделать длинную, сразу на 2 уха. Площадь контакта увеличится, я думаю, чуть подольше продержится. Пришлось трубку рассверлить внутри, сверлом на 8. Сверло на 8 искал самое тонкое, которое есть. 7,9 нашлось. Старое, что ли, изношенное, ну или изначально не точно выполненное. Люфт, ну, не слышно, наверное. Минимальный получился вообще. Как раз еще под смазочку. И нормально будет. Уши рассверлил на 12 миллиметров и установил трубку. В принципе, эта часть собрана. Так, теперь надо заняться самой уже струбциной. Тут тоже с отверстием проблемы. Вот такой зазор. Сейчас, наверное, тоже из трубки такие втулочки сюда вставлю. Закончил со струбциной. Тоже все завтулено. Я думаю, можно попробовать уже это все собрать. Все собрал. Все, конечно, мобильно смазал. Результат обалденный получился. Люфт нулевой. Даже можно вот эту гайку, в принципе, выкрутить, и все равно люфта не будет. Ну, конечно, чуть струбцина расходится, но именно в таком плане люфта не будет. При этом мотор идеально поднимается. Все как бы мягенько, все хорошо. Теперь осталось только понять, как это долго прослужит. Но я думаю, уж точно явно намного дольше, чем то, что с завода было, там, с нереальными какими-то зазорами. И держалось только, в принципе, за счет вот этого болта, то, что стянуто. Чуть-чуть подрасслабляешь болт, и уже болтанка начинается. Решил посмотреть на 9,8, как тут дела обстоят с этим винтом. А тут все то же самое. Так, а сейчас, я думаю, надо замериться. Интересно, сколько он пойдет в нормальных условиях. В штиль все идеально, лодка пустая. На предыдущей лодке, фрегат 280Е, он 31 километр выдавал. Вот интересно, сколько на этой лодке пойдет. В теории как бы должен помедленнее пойти. Тут все-таки а-ля киль там, да и размером больше. Сейчас посмотрим. Хочет совсем, в кобру лодка встает. На фрегате, конечно, полегче выпрыгивала. Сейчас надо немного весом поиграться. Сейчас смещусь сюда. Сейчас, наверное, выйдет. О, вышло.
0,5 километра буквально потеряно. Интересно. Значит, наверное, и под нагрузкой также пойдет, прямо как на той лодке, тоже чуть медленнее. Такие пироги. Вот интересно замерить на 9,8 все-таки. Большая ли разница между пятеркой и 9,8? Ну, правда, такая нечестная будет битва, потому что этот-то у нас чуть-чуть с тюнингом, а тот, в принципе, полностью стоковый. Но сейчас, наверное, пойду поменяю мотор. Вот такой получился результат. Я, конечно, от 9,8 чего-то большего ожидал. Ну, не знаю, хотя бы там 36 километров в час. А желательно бы 38. Но, походу, зря как бы мечтал. На самом деле 34 с копейками. Причем шестерка идет стабильно 31. Ну, в идеальных условиях. Разница 3 километра получается всего лишь. Вдвоем в лодке, конечно, разница больше. Там около 5 километров в час. Но все равно как-то получается на 60 кубов больше. И вот эти плюс 3, плюс 5 километров в час. Надо, конечно, что-то с этим поделать, поразбираться. Наверное, перенести доработки с шестерки на 9,8. Может, поинтереснее будет результат. Ну а пока все так. Ну и на этом все. Всем до скорого. Всем пока.